На этой неделе в Нью-Йорке началась 77-я сессия Генассамблеи ООН. Лидеры мирового сообщества планируют в очередной раз рассмотреть уйгурский вопрос. Члены заседания решительно настроены предпринимать конкретные действия, чтобы остановить преступления Китая против мусульман, которые, по мнению Совета по правам человека ООН, содержат признаки преступления против человечности, сообщает Аль-Джазира. Бездействие больше неприемлемо. Если мы оставим это безнаказанным, это будет являться косвенной пропагандой насилия. Представитель США в ООН Джеффри Прескотт сделал достаточно весомое заявление, предположив, что от решения уйгурского вопроса зависит все дальнейшее существование Организации Объединенных Наций. От того, как мы отреагируем на эти зверства, зависит доверие к системе международных отношений как таковой. Крайне печально наблюдать, что государство, которое является одним из ключевых членов ООН и обладает статусом постоянного члена Совбеза, совершает такие вопиющие нарушения собственных обязательств. Обвинения в ущемлении прав уйгуров в Китае стали поступать с конца 2017 года. За это время были опубликованы многочисленные расследования аналитиков и СМИ о массовых произвольных задержаниях, пытках и других видах жестокого обращения, включая сексуальное насилие и принудительный труд. В 2019 году китайские власти издали Белую книгу о СОАР, в которой утверждалось, что ислам – чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона действуют террористические группы. В ООН обращают внимание, что само определение терроризма в КНР не определено достаточно четко и может охватывать широкий ряд деяний, очень далеких от террористической деятельности. В управлении ООН призвали власти КНР принять незамедлительные меры для освобождения всех лиц, лишенных свободы в СОАР, и заявили о готовности к сотрудничеству. Постоянное представительство КНР при ООН в Женеве заявило, что Генассамблея очернила и оклеветала Китай, а также вмешалась в его внутренние дела. В диппредставительстве утверждают, что доклад управления ООН основан на ложных данных и лжи, сфабрикованной антикитайскими силами. При составлении доклада якобы сознательно проигнорировали авторитетную информацию и объективные материалы, предоставленные китайским правительством. В 2018 году ООН сообщала, что в так называемых лагерях перевоспитания без суда содержали до 1 миллиона мусульман. В 2019 году число отправленных в лагеря оценивали в 3 миллиона человек. Политика КНР в отношении уйгуров стала поводом для введения санкций США. Тем не менее, к 2020 году Китай построил уже 380 лагерей перевоспитания. УМА-класс – это онлайн-школа для детей любого возраста. Вся школьная программа, официальное зачисление в любое время года, удобная IT-платформа, получение базовых шариатских знаний, углубленное изучение арабского и английского языков. Получите бесплатную консультацию на сайте umaclass.ru, ссылка в описании.